Итак, здравствуйте, дорогие подписчики и зрители канала. Меня по-прежнему зовут Александр, и мы по-прежнему играем в Genshin Impact. Genshin Impact. Так, перед вами замечательный мальчик Кадзуха. И наконец-то мы осваиваем новый контент обновления 3.1. Так, что у нас? Давайте посмотрим. Ага. Баннеры. Кто это у нас? Сумеречный вершитель? Сайна. Так, с ними сонная Саю, новая, я забыл, как ее зовут, и Куки Синову. Вот. И на закуску замечательный Венти. Да? На 16 дней. Да? По-моему, раньше на более длительный срок, да, это давалось? Подожди, 0 гемов? У меня же были гемы. Оружие, путь воплощения. Давайте новый меч. Все равно, к сожалению, или к счастью, венти я крутить не буду. Вентилятора. Вот, я дождусь Альбеда. Так, эту сказку мы уже видели, ребята. Пропустить, пожалуй. Да. К сожалению, она не меняется. Награда боевого пропуска. Я уже вошел в игру, да, и получил что-то свое. Так. Нам, кстати, обещали награды на почту. Ну-ка. Ага, смотрите, встретимся. Сегодня, оказывается, день рождения комиссата Аяки, да? В день Геншина, кстати. Символично, да. И 3 награды, вернее, 2 за технические работы версии 3.1 и 1 плановая на день рождения Геншина. Видимо, потом какие-то еще награды будут, но пока что мы обходимся 4 днями вот таких вот наград. И еще дадут птичку. Тонкий механизм хранителя облаков. Блин, классно. Получаем сразу все. Так, что там у нас? Вау. Вы что, шутите? Опять миллион колей? Так, погоди. Давайте сначала сделаем созвездие. Где наша любимая женщина? Колея. Нет. Как тебя выбрать? Угу. Так, созвездие. Благоухание лета. Увеличивает уровень навыка, сметающие цветы. Ну, просто повышение уровня, никакой интересной механики нет. Ну, тоже как бы сойдет, я бы сказал. Так. Смотрим дальше. Ага, новое задание для нашей... Погоди. Вау. То есть для нее целое задание? Целая глава? Неплохо. А, стоп. Это задание архонтов. Я-то думал, задание новой этой женщины. А золотой шакал это как раз таки задание Сайна. Так. Золотых это... А, перейти к региону, смотри. Ну окей. Будем знать. Что мы еще дальше есть. А, кстати, тестовый забег актуален, надо будет пройти. Матрица оператора-наблюдателя. Кстати, дается... Ой. И огненные, и воздушные. Да, то, что надо, никогда не выбьешь. К сожалению. Ну что, давайте тестить Сайна, не знаю. Тестовый забег устроим 2 новым персонажам. Ну, а остальные я пройду сам потом. Я думаю, остальных уже вам скучно смотреть. Вы уже их видели. Да, и мы затестим то, что, так сказать, новое. Прекрасный мальчик-копейщик. А у него... А, подожди, получается там в оружиях новое копье. А я думал меч. Ну, стандартная вертушка. Я надеялся на что-то новое. Ешка. Это просто подкат. Ладно, пробуем. Серьезно?
Не знаю, как вам, но по мне так скучновато немножечко. Самое малое скучновато, если честно. Ну-ка. Здравствуй, ультраразора. Еще какие-то линзы собирает, смотри, появляются. Потом, видимо, постепенно усиляется. Гениальный скилл. Опа, опа, опа. Так, разор пошел, разор пошел. Так, ну, ульта, в принципе, визуально ничего удивительного. Это тот же самый разор, только, видимо, помощнее, да? Немножко. Я все-таки ориентируюсь на стиль во время игры. По мне так, ну, мое мнение, что любого персонажа можно разогнать под урон, любую пачку классных собрать, понимаете, под любимого персонажа. Но для меня так лучше поиграть за Рейзера, если честно. Ну, это для меня. Как говорится, на вкус и цвет все фломастеры разные. Получим свои гемы. Спасибо. Так, и пойдем. Ух ты. Диковинка суммирую. Что-то я такое не помню. Скорее всего, видел, но пропустил. И глазами, видимо, и ушами тоже. Ну-ка. Ух ты. А я даже знаю, чей это навык. Наши любимые покорительницы морей, да? Вы знаете, да, кто это? Вспомните ее имя. Вообще прикол. Сначала добавили 2 лучников, а теперь 2 копейщика. Прикол. А, она вообще защищает наглухо, смотри. Видимо, потом полученный урон наносит. Давай. Time Shield. Но он, смотри, даже сзади блокирует. Просто наглухо. Чё? А, смотри, у нее становится гидра это. Копье. Просто бафается без... Ну, не знаю, я лучше просто возьму Тарталию, если честно. Вы уж меня простите. Тарталия поинтереснее. Вместе с каким-нибудь, не знаю, этим щитовиком тоже. Господи, я забыл, как это зовут. Малячку. Лиза, давай, мочи. Даже ты, по-моему, интереснее, чем новый персонаж. Опа. Это фонарь. Как их херачит. И это учитывает, что это просто 4-звездочный, да, который тебе в любом случае когда-нибудь выпадет, даже с обычного, наверное, баннера. То пускай существует, не знаю. Но она, видимо, чисто для сюжета. Это не тот персонаж, который продает баннер, да? Помните, лучше хранитель беда. Дождаться. Просто и Сайна, и она какие-то такие. Если Сайна надо целенаправленно убивать, то нафиг это надо, вообще не понимаю. Ну, это уж вы как соблаговолите, да, захотите. Ну, что могу сказать. Пока что мне нравится мой отряд. Кадзуха самый лучший мальчик на свете. Потому что он Кайдехари Кадзуха. Ну что, ребята, погнали по сюжету. Ну-ка. Что-то у меня новое. А, фейка. Ну-ка. Смотрите, у него какие-то еще анимации есть, эмоции. Ну все, сладкий, теперь ты мой. Погнали бегать в далекие-далекие края. Так, ежедневки я потом пойду. Что это? Это новый, который? Погоди. Нет. К заданию. Отслеживать задание.
То есть оно начинается аж там. Логично, логично. Что там я его сначала получаю, а потом нас отправляет куда-то очень и очень далеко и, скорее всего, очень надолго. Катерине. Так, а здесь есть алхимикс. Давайте сначала я сумел мимо пробежать, что удивительно, обычно захватывают задания такие области. Так, алхимик ниже. Здравствуй, братка. Давай. 4. А мне что, максимум, что ли? В смысле? Вы что? Надо будет на босса потом сходить. Извиняюсь за кашель. Так. Все, ребятки, погнали задание выполнять. Узнавать, так сказать, новый сюжет. Где ты там? Где ты там, Катерина? Вот мы с тобой. Прям настоящий синематик. К звездам и к безднам. И вот вы снова здесь. Катерина, есть ли у тебя на примете подходящее для нас поручение? Поручение? Дайте-ка подумать. Придумала. Можете отправиться во второй половине дня в академию на симпозиум и зачитайте перед всеми любовные стихи. Что? Это моя реакция. И держите наготове фотокамеру, чтобы запечатлеть реакцию публики. А ты молодец, шутишь. Ну что это за странное поручение такое? Да уж, на такое точно отреагирует. Вот как. Видимо, это поручение вам не по душе. То есть ты прикалываешься, что ли? Тогда можете отправиться в Форт Ормас и предложить тамошним пустынникам подработать в доме малютки. Чё? Наемники вряд ли впишутся в среду детского дома. Да уж, забавно было бы посмотреть на их реакцию после такого предложения. Девочка, ты явно сломалась. Позволь спросить, кому же это в голову взбрело оставить такие поручения? Кому взбрело? Ну-ка, на самом деле, мне просто самой хотелось бы на такое посмотреть. А сейчас ты Нахида, да? Это было слишком очевидно, да? А мне ведь так хотелось, чтобы вы приняли хотя бы одно из этих поручений. Редко выпадает шанс поглядеть на людей в таких ситуациях. Забавно. Нахида, значит. А Паймон ведь знала, что Катерина никогда бы не стала так странно над нами подшучивать. Когда это ты успела войти в ее сознание? Наверное, с фразы «к звездам и безднам». Да это же почти с первых секунд. Значит, Нахида, ты уже успела отдохнуть, да? Да, с тех пор, как мы разошлись, я крепко-крепко уснула, и все это время мне снился очень длинный сон. Значит, сны архонтов не во власти Акаши. Это был сон про Сабзерус, сладкий сон. В нем я сидела прямо в центре цветочной клумбы, а все жители Сумеру взялись за руки и начали водить вокруг меня хоровод. На лицах их сияли счастливые улыбки. Знаете, этот голос ей нифига не подходит. Затем я оказалась в цветочном экипаже. Рыцарь цветов по имени Фарис высоко-высоко поднял меня, и я без перерыва бросала детишкам сладости ковбих. Нахида, ведь на самом деле так и должен был пройти Сабзерус. Все бы радостно поздравляли тебя с днем рождения. Да.
А чего же у вас такие лица? Я ведь с вами такими приятным сном поделилась. Неужели это и есть жалость? Нет, нет, нет. Жалость тут ни при чем. Мы просто не хотим, чтобы ты из-за этого сильно переживала. Кстати, ты видела Дуньязаду? Господи, я вспомнил это имя. Как у нее дела? Семья Хамани перестала пускать к себе посторонних, так что узнать о ней мы ничего не сможем. Да, мы виделись. Проснувшись, я сразу отправилась на поиски и застала ее отдыхающей. Вдуй мне в заду. Состояние «вдуй мне в заду» стабилизировалось, но поскольку Елизар проявление увядания у людей окончательно избавиться от болезни можно только после решения проблемы с Ирминсулем. И все же в настоящий момент важнее всего выяснить, чем занимаются мудрецы и что там они задумали. Да уж, если история с праздником Сабзирус повторится где-нибудь еще, страшно представить, что тогда произойдет. Да, там же не будет путешественника, верно? Значит, наша главная цель — разузнать планы мудрецов и остановить их. Давайте обсудим это в более подходящем месте. Здесь бродит слишком много искателей приключений на свою пятую точку. И то верно, извините, коллеги, но нам придется на время одолжить у вас Катерину. Такая злая, Катерину одолжить хочу тебе. И использовать не по назначению. Сны, пустота и обман. Какая же классная птичка у нас летает. Поговорите с Нахидой в другом месте. Да, с удовольствием. Нахида... Буквально в 2 метрах. Обсудим все здесь. Хорошо, у тебя появились идеи, как выведать планы мудрецов Нахида? Если честно, я уже потихоньку начала над этим работать, но сперва я хочу выслушать ваше мнение. Нельзя ли вселиться в главных лиц Академии? Я пробовала, однако никто из них не носит с собой терминал Акаша, а хитрые, хитрожопые, да? Даже у отрядов бригады 30 они отсутствуют. Логично, да? Они с помощью этих штук людей контролировали во сне. Похоже, они тщательно все контролируют и опасаются, что секретная информация может перейти в чужие руки. Ну, или возможно, они просто защищаются от меня. Мудрецы тебя заметили? Не думаю, но если мудрецы слышали хотя бы часть из этих слухов, что обо мне ходят, неудивительно, что они проявляют осторожность. Поэтому напрямую их сознанием завладеть у меня не получается. Вселяться в студентов и проникнуть в кабинет мудрецов? Нет, это слишком рискованно. Думаешь, так тебя легко раскроют? Нет, не в этом дело. Просто мы не имеем права вовлекать в свои планы на невинных студентов. Малейшая ошибка может разрушить им жизнь. Поступив так, мы будем не лучше мудрецов, так что наплевали на безопасность людей, а в угоду своим корыстным целям. Ну, в смысле, мудрецы это сделали. Я там запятую плохо прочитал. Вот так вот получается. Ты права, не зря тебя божество мудрости прозвали. Вот так даже похлопаю, как она. Схватите одного из мудрецов и допросите. Сейчас мы блуждаем во мраке и толком не знаем, что задумали наши противники. Любая агрессия с нашей стороны спугнет их раньше времени. Сложно представить, во что это может вылиться. Тем более, они держат в заложниках всех жителей Сумиру. Мне в голову ничего отдельного не приходит. Дайте угадаю. Сейчас появится какой-то рояль в кустах в виде вот этого Сайна, либо вот тот Dying Slave местный появится. Ох, неужели мы совсем ничего не можем? Нахида, наверняка у тебя есть какая-нибудь идея. Ты ведь такая умная. Не тони нас, давай, рассказывай. Только отбросив неисполнимые идеи на этапе планирования, можно перейти к практическому и верному решению. Именно этому принципу следует школа этиологии Вухумана. Я даже прочитал с первого раза. Вухумана.
Да, но разве ты не божество мудрости? С тобой мы и без всяких этих сложных манипуляций сразу, наверное, решение отыщем, да? Ладно, вот в чем заключается моя идея. Раз уж я не могу проникнуть в сознание верховных членов Академии и не могу привлечь их к нашему делу посторонних людей, нужно найти того, кто уже в нем увяз. Однако этот человек должен быть против мудрецов, чтобы он мог согласиться помочь нам. Хочешь обзавестись шпионом? Звучит как очень надежный, по твою мать, план. Перед возвращением мы повстречали паренька по имени Аль-Хайтам. Похоже, он держится ото всех особняком и любит действовать в тайне от Академии. Поэтому он не думает, что он с мудрецами заодно. На самом деле я уже выбрала подходящего кандидата. Вы еще помните ту ученую по имени Сатария? Хоть у кого-то нормальное имя. Сатария, помним. Это же помощница великого мудреца, да? За несколько сабзеросов мы на нее насмотрелись, так что можно считать, что мы знакомы. Да, видимо, она у них одна адекватная девчоночка. Паймон помнит, как высокомерно Сатария общалась с Нилу. Ну и злобная она такая была. Я люблю наблюдать за разными людьми, но Сатария выделяется среди всех. Она родилась в пустыне, и еще никому из краев не удавалось достичь таких успехов в научной сфере. Благодаря своему таланту она попала в Академию и получила шанс стать помощницей мудрецов. Неужели она правда из пустыни? А Паймону показалось, что почти все живущие там выбирают путь наемников или чего-то там в этом роде. В переводе имя Сатария означает «звезда». Так и есть. Среди своих земляков она и впрямь будто бы ярчайшая звезда на небосводе. Затем ее избрало само солнце, так что этой звездочке открылся путь и на дневное небо, дополнить своим свечением яркий солнечный свет. Но однажды звезда прозрела и увидела, как солнце опаляет земли, принося в этот мир нескончаемые бедствия. Это имеется в виду типа солнце пустыни, да, что-то типа такого. Тогда она начала колебаться, может уж лучше было вернуться домой и освещать небосвод в ночи, чем служить такому солнцу. Нет, наоборот, мне кажется. Абсолютно наоборот. В конце концов, она так и не смогла отказаться от дневного сияния. Звезда спрятала свою вину глубоко-глубоко в сердце и закрыла глаза на все происходящее. Это не просто метафора. Похоже, Сатария жадно вцепилась в Академию и не хочет расставаться с ее возможностями. Уже 20 минут диалогов. На самом деле, а где действия? Вы должны показывать сюжет действиями, показывать сюжет нарративно. Извиняюсь, ребят. Извиняюсь, что-то я простыл немножко. О, господи. Верно. Столкнувшись с тяжелыми испытаниями, многие люди просто закрывают на них глаза, плывут себе по течению, пока проблема не примет такие масштабы, что игнорировать ее становится уже просто невозможно. Она подавляет в себе чувство вины, сама невольно стала сообщницей мудрецов. Теперь эта вина имеет под собой почву. Действительно хорошая кандидатка, слушай. Да, но нам нужно найти способ заставить Сатарию признать проблему. Таким образом, мы не только сможем получить полезную информацию, но и представим ей шанс искупить свою вину, понимаешь? Сейчас? Судя по моим наблюдениям, каждые 10 дней Сатария берет выходной и отправляется за город за покупками. Завтра как раз такой день, так что у нас есть шанс испробовать наш план. Однако сперва нам нужно подготовиться. Мы пройдемся по ее любимым местам и поговорим с местными жителями. Ну окей. Соберите информацию в соответствии с указанием Нахили. Не туда. Я на ежедневку пошел. Какой я умный. Ой, какой я умный. Такие, привет. Это любимое место Сатарии. Она частенько здесь бывает, гадает. Мы спросим у гадалки о Сатарии.
Но если она гадалка, она должна знать, что мы придем. Нет, о Ситарии мне все уже давно известно. Сейчас ваша главная задача обратить пристальное внимание на манеру речи гадалки и ключевую информацию. Манеру речи и ключевую информацию? Ах, рок судьбы сбил с пути несчастных ягнят. Божественный голос мудрости непрерывно доносится до моих ушей. Ежели вас сегодня благословят, я укажу вам путь. Правда, что ли? И часто вы так с ней перешептываетесь, Нахида? Мой спутник и правда сбит с толку. Хочет узнать о своем будущем. Можно ему немножко погадать? Хорошо. Итак, подумаем. Миу. Похоже, Футару и Мутару ты не по душе. Неужто где-то умудрился оскорбить самих архонтов? Да я с ними тусуюсь вообще-то. Это мои братки. Обзывал аниме-архонта, объедал геоархонта, поцапался с электроархонтом. Это считается? Что? Ничего. Алла, расскажи, что именно ты хочешь погадать? На здоровье, типа. На здоровье. Давай на любовь. Погадай на любовь. На любовь, значит, хорошо. Боги заговорили. Истина будет открыта. Жопкой трись, посмотри. За сердце твое бороться будут. Будет... А чего ты так много народу-то? Серьезно? У меня что, целый гарем? Марут. Это вы мне мешаете гадать. В жизни не видела кого-нибудь с такой подозрительно невероятной судьбой. Миу? А пойму, вот кажется, что это самое точное гадание за всю твою практику. Ладно. Сегодня небесная матрица что-то не тем углом повернулась. Так что сделаю исключение и плату взимать с вас не буду. А ты еще хотела плату с меня взимать? Ты знаешь, кто я? Я герой вообще-то. Вот как. Ну, ничего не поделаешь, как бы. Ну ладно, как бы. Без проблем. В следующий раз вам стоит преподнести Харуту и Маруту какие-нибудь Наруто и Боруто, короче. Какие-нибудь подношения. Быть может, когда они помогут изменить вашу судьбу. Тогда помогут. Соберите информацию в соответствии с указанием Нахиды. Давайте почитаем еще 200 диалогов. Куда я побежал? Простите, ребят. Очень стыдно. Сатария и сюда наведывается. Да. Когда Сатария только прибыла в Сумеру, отец Акима многое для нее сделал. Его сын владеет этим местом, вот она и приходит сюда в свободное время. Когда подойду к нему, внимательно следите за деталями нашего разговора. Эй, уважаемые дамы и господа, не хотите ли взглянуть на эту превосходную керамику? Говорят, ты мастер своего дела. Вот мы и пришли поглядеть. Действительно ли это так? О, я тебя знаю. Ты же та самая Катерина из гильдии Искателей Приключений. Неужто мне удача улыбнулась? Где же ты научился мастерить такие вещицы? Да, от отца своего. Он-то на самом деле каменщик. Когда я учился у него работать с камнем, тогда вдруг и заинтересовался глиной. Вот и начал втихую мастерить из нее всякие безделушки. У меня хорошо получалось, тогда-то я и решил сменить профессию. Жаль только, что дарованные мне Акаши знания больше ни на что, мать его, не годятся. Здорово заниматься тем, что тебе нравится. Действительно. Значит, твой отец до сих пор работает каменщиком.
Не, давным-давно на работе он сорвался с крыши и сломал себе ногу. Но за все эти годы ему удалось накопить приличное состояние. Вот сейчас в Порт-Ормосе живет, наслаждается своим отдыхом заслуженным. Вот, ну как. Надеюсь, все у него будет так же счастливо и благополучно и далее. В следующий раз попрошу кого-нибудь из гильдии прийти за партией товара. Ну, а сегодня нам пора. Валим отсюда. Без проблем. Можете не волноваться, наш товар вам понравится. Пуньк. Соберите информацию. Так, в соответствии с указанием. Блин, офигенная птичка, смотри, как летает, смотри. Вау, какая-то радужная. Жух. Для Кадзуки ты идеален, братишка. Ты как маленький Двалин. Ну вот, это наш последний пункт назначения. В Академии Сатария постоянно грезит о вкусных блюдах из этого ресторана. Всякий раз, когда она появляется в огороде... Ой, господи, в огороде... В городе обязательно заглядывает сюда. Да ты почти всю биографию ее знаешь, Нахида. Конечно. Ведь присматривать за жителями Сумеру мой долг. Я же Архонт. Мне кажется, или мы с тобой уже встречались в порту? А? Разве? Я такого не помню. Тогда ты еще с кем-то обсуждала строительство новых кораблей. Точно. Меня всегда интересовали различные техники кораблестроения. А ведь все-таки выросла в гавани я, с самого детства там маячила и все кораблями любовалась. Вот и в Сумеру приехала учиться кораблестроению. Но, увы, удача на вступительных обошла меня стороной. Но я не сдаюсь. Частенько обсуждаю это ремесло с учеными всех мастей. Да и в подвале провожу исследования. В следующий раз я обязательно поступлю. Тушань. У нее даже имя из Люэ. Какое сильное стремление к знаниям. Восхитительно. Кругом столько усердных людей, а мы такие лохи. Даже не знала, что у этого ресторана есть подвальное помещение. Никогда о нем не слышала. Смотрите, какое лицо хитрое. Смотрите, что она там замышляет. Сделать комнату этого 50 оттенков серого? Да. Обычно оно закрыто для посетителей. Подвал служит работникам команд... комнаты отдыха. А иногда там проводятся частные мероприятия. Ну, я почти угадал, кстати. Понятно. Ну, желаю тебе преуспеть в учебе, дорогая Цишань. Спасибо. Мне бы хотя бы в академию поступить, и я буду счастлива. Как-то так получается. Почти счастливая девчонка. Ну, хотя бы бегать-то недалеко. Это все? Угу. 3 знакомых с Сатарией уже вполне достаточно. Но зачем тебе вся эта информация, Нахида? Ты ведь так и не объяснила нам, как заставить Сатарию посмотреть своим проблемам в лицо. Избегать проблем – главная привычка Сатарии, так что сперва мы должны сломать ее психологический барьер. Ща она и втащит такая, знаешь. Она же кукла типа робот. Помнится, вы упоминали, будто в Порт-Ормосе о пустыннике то и дело кричат о возвращении Алого Короля. Царь Дешрет, спасибо, что пояснили, огромное. Это, конечно, несусветная чушь, но для выросшей в пустыне Сатарии верования предков могут казаться слабым местом. О, Паймон, кажется, поняла. Ты хочешь воспользоваться ее чувством вины перед Родиной, да, сволочь? Сатария знает, что ей нужно вернуться домой и помочь жителям пустыни. Но единственное, что она сделала, это вступила в сговор с мудрецами. Царь Дешрет мог бы упрекнуть ее. У царя Дешрета могли бы появиться к ней вопросики.
И какой у нас тогда план? Настоящего алого короля, царь Дешрет, мы вряд ли дождемся, а Ситария далеко не глупа. Ну да, она же в академии тусуется. Ой, сейчас. Ой, спина. Извиняюсь, я размялся очень больно. Ладно. Если с ней свяжется какой-нибудь предложенный последователь алого короля, царь Дешрет, она непременно насторожится, а это не даст нам никакого результата. Но если мы ненадолго позаимствуем, в кавычках, я показываю кавычки пальцами, вы не видите, но я показываю, да, позаимствуем ее знакомого для разговора, из этого может получиться что-то и получится. Значит, ты собираешься вселиться в тех, с кем мы сегодня общались? Ах ты. Да. Нужно проникнуть в их сознание с помощью Акаши, потом притвориться, будто они уверовали в алого короля, царь Дешрет, и в итоге передать от его имени наше фальшивое послание. Главное вести себя естественно. Тогда-то нам и удастся уничтожить психологический барьер Ситарии. А ей даже и в голову не придет, что мы приложили к этому руку. Так вот, для чего нам нужно было наблюдать за этими людьми. Чтобы ты хорошенько вошла в роль и не выдала себя, да? Да уж, без актерского мастерства наш план не сработает. Верно. Так что советую вам подтянуть свои актерские навыки. Чего? Нам подтянуть? Но мы ведь не умеем вселяться в других людей. Это не важно. После вселения я соединю их чувства с твоими. Так что на какое-то время у тебя тоже появится эта способность. Только не забудь терминал Акаши. Конечно, удобно. Но почему заниматься этим должны именно мы, короче, а не ты? Потому что у меня лапки, и я лолька. Я постоянно наблюдаю за своим народом. Но вот подражать им у меня никогда не получается. Ну да, Катерина из тебя не очень похоже получилось. Давай попробую как-нибудь. Мне бы не хотелось так нагло вселяться в разум этих троих, но обстоятельства не оставляют мне выбора. Да, но мы ведь задумали это не ради шутки, а чтобы помочь. Это будет совсем недолго, так что не волнуйся. Хорошо, тогда начнем завтра днем. Давайте начнем. Завтра днем. Дождитесь следующего дна. 12:00. Что, кстати, у меня по гемам. Ох. Давайте закупимся, наверное, сразу. Эти восстановились. Когда восстановятся? Давайте посмотрим. Хотя нет, потом закуплюсь. Когда их станет побольше, я смогу как Кощей над ними чахнуть, короче. There are leaves around, and I know just the tune to accompany them, if you wish to hear it. У меня там задание отслеживается еще дополнительное. Смотрите, Ситария наконец-то появилась. Так, тихонько подойдем за ней. Как только она заводит разговор с кем-то из своих знакомых, быстро ищем укромное место и вселяемся в нашу жертву. Какие-то они жестокие ребята. Что именно говорить? Выбирать тебе. Я верю, что у тебя получится достучаться до нее. А страшно-то как. Идем же скорее. Окей, let's go. А похоже, у них завязался разговор. Значит, нам нужно найти укромное местечко.
Это техника переноса разума, как из Наруто. Сделала движение, кстати. Бедная девочка. Да, никого нельзя заставлять полюбить. Да и у всех вокруг совсем другое прошлое и ценности. Ты меня слушаешь, Наби? Да, ты мне о любовных страданиях рассказываешь. Я очень и очень внимательно слушаю. Ну ладно. Просто на мгновение у тебя было такое удивительное выражение лица, удивленное. Миу. Чего это на тебя вдруг твои же коты обозлились? Обычно они ведут себя хорошо. Кстати, напомнишь, как их зовут? Блин. Хомут и Тамру, по-моему. Блин, я лоханулся. Меня имена иногда, блин. Я забыл, как их зовут. Ты чё с котом делаешь? Итак, на что бы тебе захотелось погадать сегодня? Наверняка ведь ты пришла не просто так, а чтобы услышать голоса Всевышних. Ну, хотелось бы опять на любовь, но, честно говоря, в последние дни я так запуталась. Запуталась? Давай так, погадай-ка мне, пожалуйста, на другое. Пусть высшие силы скажут мне, когда я наконец смогу закончить свой проект. Очень хотелось бы побыстрее. Хорошо. Да, соизволит Всевышний дать ответ на твой вопрос. О, боги заговорили. Итак, Всевышние говорят. А почему ты еще не дома, Ситария? Дома? Неужто Всевышние правда знают, чем заняты мои мысли? Ситария, почему ты отвернулась от своей родины? Похоже, теперь Всевышние задают нам вопросы, а не мы им. Они очень разгневаны. Простите меня, Всевышние. Прошу, передай мои извинения. Моли их, чтобы они смиловались надо мной. Могу ли я спросить, Наби, кто именно шепчет эти твои слова? Ну что за глупый детский вопрос? Конечно же, величайший и мудрейший алый король царь Дешрет. Че, серьезно? Неудивительно, что он так меня отчитывает, но как же так? Он ведь уже много-много веков как покинул нас. Конечно, вести о его возвращении прямо-таки захватили Сумеру. Но ведь эта Академия распускает ложные слухи. Разве может Алый Король действительно вернуться к нам? Так значит, эта Академия распускает слухи о царе Дешрете. Бесстыдница, как можешь ты сомневаться в речах самого Алого Короля? Он соизволил снизойти и нашептать мне его верной последовательнице свою волю. А ты? Нет. Я же дитя пустыни. Мысли о том, что милость Алого Короля коснулась нашего бренного мира, заставляет мое сердце трепетать. Я не посмею в нем сомневаться. Мне нужно подумать над его словами. Прости, но мне пора. Погоди. Погоди, стой. Что? Она спалила. Ого, так быстро убежала? Похоже, она в полной растерянности. Да, она умнее, чем кажется, походу. Она спалила контору. Ты молодец. Не думаю, что Ситария что-нибудь заподозрила. Должно быть, она потрясена. Ситария так старательно отгоняла мысли об этом.
И вдруг то, чего она боялась, внезапно ее настигло. Ребята, вы над ней просто издеваетесь. Нахида, ты хорошо понимаешь чувства других. Все мое понимание базируется исключительно на теории. После встречи с вами я поняла, что на практике она иногда совершенно не работает. Людские сердца не так-то просто разгадать. Ладно, не будем об этом. Нам нужно поторопиться, а то еще упустим Ситарию из виду. Достижение дали. Давайте сразу заберем. Ну. Не сразу сработало. Вжух такой. Да так, просто произошло кое-что. Ничего серьезного. Правда? Кстати, ты же вроде просил помочь с работой. Какая работа тебя интересует? Каменотесом. Точно. А я и забыла, что ты по стопам отца идешь. А как твой отец поживает? Ему уже лучше? Да, уже начал поднимать кое-какие вещи. Бывает. Он недавно как раз-таки продемонстрировать хотел. Вот ты вывихнул руки. Я думал, ты знала. Вот оно как. Твой отец все еще в Порт-Ормосе? Да. Наслаждается своим выходом на пенсию. Как будет время, отправь ему письмо. В последнее время Порт-Ормос стал главным источником слухов о возвращении Алого Короля. Они уже по всему Сумеру распространились. У отца твоего характер сложный. К тому же он верит в Дендра Архонта. Боюсь, как бы он не попал в переделку из-за разницы во взглядах. На чьей стороне ты? Академия или Алого Короля? I'm so jealous of you. You were born a child of the desert. Yet you chose to betray. Короче, ты свалила со своей родины и теперь только тусуешься с этими, с Академией. Аким, неужели ты тоже веришь в Алого Короля? Царь Дешрет. А что такого? Он мудр. Почему бы и не примкнуть к нему? Странно лишь то, что ты до сих пор мечешься между двух огней и не можешь выбрать. Мечусь между двух огней? Ого, да ты прирожденный актер. Я увлекся. Ты сосредоточился на проблеме? Ткнул ей Ситарии прямо в лицо, хотя было немножко ее жаль. Но ничего, когда все закончится, я проникну в ее сознание и все разъясню. Так, мы еще не закончили, вперед! Следуй за Ситарией. Пойдем? Пойдем. Бежим! Слушай, ты ничего странного в последнее время не замечаешь? Может, кто-нибудь к тебе с проповедью приходил, нет? Не, я же все время на чердаке провожусь так. Я вообще так... Ха. О, я вспомнила. И правда, кое-что странное произошло. Сабзервас время как будто бы по кругу ходила. Вот это жуть была. Что? Стоп, стоп. Как ты вообще это заметила? Невозможно. Неужели в отчете допустили ошибку? Ну. Академия все из кожи вон лезет, чтобы натурить весь сумерский народ. Но обвести вокруг пальца каждого невозможно, правда ведь?
Только не говори мне, что ты тоже веришь в Алого Короля. Верю. А что это за интонация? Можно подумать, воровать, веровать в него преступление какое-то. Преступления совершаются в стенах твоей драгоценной академии. Разве можно простой народ использовать в качестве подопытных? Перестань. Заткнись. Ну вот, больше мы ничего не сможем поделать. Неужели Ситария опять решила сбежать от проблем? Я ее напугал? Нет, ее психологический барьер уже начал разрушаться. Ой, она побежала за охраной. Что нам делать? Вот оно. Приготовьтесь, нам предстоит еще одно путешествие в чужой разум. Извини, что... Ты же из бригады 30, верно? В городе накаляется обстановка. Нам нужно скорее сообщить об этом матери. Госпожа, для начала успокойтесь, объясните, что произошло. Языческое учение. Оно проникло в город и успело крепко-накрепко пустить здесь свои корни. Языческое учение? Какого именно рода учения? Вера в Алого Короля, Дешрета, царя Дешрета. Все мои знакомые внезапно стали его последователями. Но ведь он уже давным-давно умер, это же невозможно. Нет ничего невозможного, Ситария. Тебе известно мое имя? Алый Король бессмертен, и он непременно накажет всех, кто смеет противиться ему. Хватит убегать, Ситария, ты словно угодила в зыбучие пески. И даже если ты наконец раскроешь глаза и все поймешь, Академия все равно вцепится в тебя и будет тащить все глубже и глубже вниз. Никогда не забывай, что Великая Пустыня лежит не здесь, и ты всегда будешь принадлежать ей. В смысле, я не нажимал пропустить, он сам пропустил, кстати. Странно лишь то, что ты до сих пор мечешься между двух огней и не можешь выбрать. Что это за интонация? Можно подумать, веровать в него преступление какое-то. Ну, короче, это все. Все, у нее началась эта течка. Ну, в смысле, мозги потекли. Бедная девочка, мне даже жалко ее. На авто включу. Ох, немножко отдохну от диалогов чуть-чуть. Тем более сейчас, пока никто не смотрит, можно... У меня показывается, что смотрит один человек. Напиши, пожалуйста, если ты человек, а не бот. Следуй зову своего сердца. You won't necessarily lose your research opportunities by facing the truth. Besides, did you really want to conduct your research while carrying such heavy feelings of guilt? How do you know me so well? Are you truly just a believer сам of the Алый Scarlet Король? King? Or are you the god himself? That's not important. Это не важно, важно наказать Академию и мудрецов за все их деяния. Только так можно исправить свои ошибки. If you could provide some Вот assistance так in вот, this ребята. matter, perhaps it could serve as a form of atonement. I've actually never believed in the gods, but I've always believed in serendipity. Your appearance must be a fated Кивает opportunity такая, for me смотри. to get out of this wretched situation. Please tell me, what can I do Отлично, for нам you? удалось убедить ее. How much do you know about the sage's current activities? I was just one of the designers for the masked dream harvest scheme, which is what happened around the Sub-Zero's festival. But I know very little about Вот the ты full испалилась. scope of the overall project. Сдала себя просто I первому assume that only встречному. staff with the Понимаешь? highest clearance would have access to those confidential documents. I've just been working to meet the Grand Sage's specified requirements. However, there's something that's been really bothering me. I heard that a scholar who was previously expelled has returned to the city. And Мудрецы even the боятся sages какого-то are still quite двоечника. wary of him. To fight against the academia, we will need to figure out the nature and the purpose of their work.
Is there a way for us to get access to the confidential documents you mentioned? It should be possible if we're willing to take some risks. After all, I'm an assistant to the Grand Sage, and I've been working on many tasks outside of the project. One thing, though, I won't be able to transfer the documents to you through the Akasha once I get my hands on them. The sages have always closely monitored all activities within the Akasha. Let me see... let's use the most primitive method. Send someone to pick up the documents tomorrow evening at the Academia entrance. The Academia entrance? Wouldn't that be too conspicuous? Don't worry about that. I assure you, this won't be a trap. I'm only suggesting this location because it'll draw more scrutiny for me to leave the Academia again. It'll be safest for me to distract the guards long enough to hand you the documents. All right, I trust you. So, if I were to successfully complete this task, would it mean I've atoned for my wrongdoings? That'll depend on the judgment of the Dendro Archon. The Dendro Archon. That's right. Her people are the ones we have endangered. As the god of wisdom, she's also the one responsible for judging and guiding the scholars. Maybe it's time for me to find a god to believe in. Just as Nahida predicted, we've managed to bring Sataria to our side. Осталось только The ей traveler's воспользоваться. execution was ingenious. He's the one who deserves all the praise. Well, now that we've made plans to meet again tomorrow evening, all we can do is pray for Sataria's mission to go off without a hitch. Pray? But if we're going to pray to the gods, aren't we just praying to you? God of wisdom and guardian of the scholars? No. The truth is the true guardian of scholars. I've always believed that. Anyway, Увидимся, let's короче, meet again tomorrow у evening гильдии at the искателей Adventurers Guild. приключений на 5-ю точку. Девятнадцать, 24, окей. Ну, хотя бы так. За пару часов-то мы успеем добежать, правильно? Ну. Следующего это вообще через день? Давайте так. Или может быть, что я не догоняю? А я часто что-то не догоняю, если честно. Time to go. The wind knows me. Catherine, we're here! Oh, Ты Екатерина или кто? you are the other Catherine, right? That's right. I suppose I'm the other Catherine in your mind. Ха-ха. Shh! We're on a secret mission tonight, so we need to protect Catherine's identity. Yep, Да. Paimon's right. We cannot fully rule out the chance that the meetup tonight is just a В trap. принципе, права. If something were to happen, my existence may be the only trump card we'll be able to play. After all, the Academia should still be unable to confirm the existence of my consciousness in the outside world. Yep, exactly. Just what Paimon was thinking. Кто-то как-то не верится, что ты смогла до такого додуматься, Паймон. Anyway, enough about that. Let's just А make вы sure ничего that we странного are не off. ощущаете, кстати? Off? What do you feel is off? Вокруг стало как-то подозрительно тихо. It's the middle of the night. Of course it's quiet. You're not getting paranoid, Все are люди you? исчезли. No, I think he's right. It really is a lot quieter than usual. If you look around, there seems to be fewer people on the streets. I'm not sure if this is the case for the entire city, though. Huh. Maybe it's just a coincidence. Maybe Sataria figured out a way to not only distract the guards, but also to get everyone to go to sleep early, just so we can exchange the documents in peace.
I also can't quite figure out why things feel a little off. But now that we're here, let's go ahead and meet her as we planned. Well, regardless, as long as you're here with us, Paimon feels a little safer. Без Паймон было бы еще страшнее. Направляйтесь в академию. There really aren't many people out right now. У меня даже телепорт есть. А, нельзя, понятно. Ну, хотя бы звездочки нас доведут, да? Какие полезные звездочки. Супер Кадзуха. Опа. О, смотри, мультик настоящий показывают. Самый настоящий мультик. Действительно, а зачем мне собрались? Такая торжественная встреча. Словно чествует героя. Погоди, я знаю, кто это. Изгнанный из Академии? Да, хотя чаще меня называют Который. Доктор номер 2. Охереть. Если ты ищешь свою исследовательницу, она уже за решеткой. Понятно, офигеть. The people of Samir City. What have you done to them? I simply made some minor adjustments to their Akasha terminals. Now they can deposit information directly into the subconscious. As you can see, all these lovely people now believe this traveler is a hero who has just saved the world. My experiment is a success. And now it seems they can no longer hold back their sheer adoration. No, what should we do? These are all just regular people. Leave now. You need to get out of here. What? That guy's a Fatui Harbinger. We can't just leave you here. Nor can I abandon the people of Sumeru. Просто усыпила. Don't worry. We'll meet again outside of the city. Капец. Молодец. I see. You appear to have overridden their mental faculties with your own consciousness. To possess such a powerful mind, you must be the god of wisdom. Капец. This should be far enough. Вот это эпик, да? Paimon needs to catch Почаще her бы breath такие first. мультики показывали. Is Nahida going to be okay? We only made it out because of her. Paimon wasn't counting on running into a new harbinger here. Сейчас, ребят, пойду быстренько окно закрою. То холодно уже сильно. Number 2. So scary. He called himself the Doctor. Remember, Tainari told us about him. Sataria did say that someone who once got expelled from the academia came back recently. And that even the sages are wary of him. Yep. Sounds like she must have been talking about the Doctor. Фух, недооценили мы масштаб этой проблемы. Yeah. Now that the Doctor's in the picture, we're no longer just dealing with the academia. They're in cahoots with the Fatui. But what are the Fatui after this time? Сперва мы должны найти Нахиду. Yeah, things would be a lot easier with Nahida's help.
Nahida said we'll meet again outside of the city. But we Знаешь, мы can't just продолжим keep это waiting расследование. around, right? You mean... Тигнарий. Oh, right! Wasn't he invited by the sages to work on some project when we were staying with him in the Vidia forest? That has to be the same project. Even though he turned it down at the time, he might still know something. There's no time to lose. Let's go to Gandharvaville. Гандрахарва, значит. Time to go. О, хачапурлы. Думаю, есть смысл захерачить. Давайте по дороге. Немножко я с одного удара это сделаю. Пока дух бедный. Follow the wind. Кайдыхара Кадзуха. Go. Что это был такой за баг, интересно? Прогрузка. Да блин, слезь, слезь. Into the wind. А, я здесь. Hold it right there. A blonde-haired Во, traveler and a floating песчаники. fairy. We've got you all right. Take a look around. Take a look fallen around. Right into our trap. Are you mercenaries from the Core of 30? Did you come here to arrest us? Core of 30? We're nothing like those government lapdogs who don't even get scraps for their work. We are an elite brigade that commands the highest commission rate in all of Sumeru. We're here on the orders of a client known only as the Outcast. The Outcast? An Похоже, outcast речь о from the Докторе. academia? But why wouldn't the doctor just send the Fatui after У us? местных наемников больше преимущества. Still wasting time on idle chit-chat. We'll shut you up soon enough. Get them! You're up, traveler! В бой, помощник. Ой, этот путешественник. Ой, зря вы пришли сюда. Ой, зря. One with nature. Clouds high. The birds Ой, зря. As you wish, main Fräulein. It isn't over yet! Here comes reinforcements! Ой, лохи. Ой, лохи. Ребят. Я даже четвертого персонажа не использую. Is that what elite mercenaries are like? Эта засада не последняя. Yeah, looks like we'll have to keep our guards up. But this doctor guy seems like a pretty tough opponent. He knew exactly where to set up an ambush. Did he predict that we would try to find Kainari? Going up against smart people is tough. Anyway, let's keep going. Найдите Тигнарика. Так, а вы меня атаковать не хотите, да? Ладно. Белочка, Мил. Прости. Ты просто очень вкусный, Белочка. А вот и Тигнари. Живет на своем ранчо, да? С девчонкой. Paimon, what are you two doing back here? Kale, it's nice to see you again. Are you doing all right? To be honest, I'm not doing too well. Елизар My прогрессирует. Elazar has been progressing at a faster rate lately. I'm finding it harder to complete more intricate tasks. As a result, Master Tainari is taking me off the patrol schedule.
He will only allow me to stay here and coordinate other people's tasks. Oh, Kale. Поможет только извлечение Ирменсуля. Speaking of Tainari, did he go off on patrol? Сигнале здании, а то мы его ищем. Oh, Master Tainari? You just left the Avidia Ой, forest a little он while ушел из ago. леса и отправился He was в headed to Пердис Party's Дхай. He left? But isn't Tainari А что always такого saying случилось, that что he он never покинул wants to лес? Он leave уже the никогда этого Avidia раньше не forest? делал. I thought it was weird too. Master Tainari always prioritizes his work as a forest watcher above everything. He almost never leaves his post. He left А он in a не hurry сказал, this time зачем? around. No, I only found out that he left through a message he left behind. He also made sure to delegate all his tasks using a schedule. To leave in such a hurry? I'd guess he had something urgent to take care of. Master Tainari originally studied in the Amorta Darshan of the Academia, and Partis Dhi is something like the Amorta's research base. Many rare shrubs and grasses have been planted there for research. I know that before he became a forest watcher, Master Tainari once spent a long time conducting research at Partis Dhi. A research base, huh? Gotta wonder what kind of research Tainari just decided to work on all of a sudden. Oh, we don't have a lot of time, so let's go look for him at Partis Dhi. Береги себя, Калей. Don't worry, I'm fine. I'm used to living with Elazar by now. If you run into Master Tainari, please send him my regards. Got it. Will do. See you later. До встречи, Калей. Ой. Отправляйтесь в Парадис Дхай. Отправились. Мы молодцы. Катерина, чтобы не палиться. Thank goodness you're okay. We were so worried about you. Hey, this was supposed to be a touching reunion, but you're ruining the moment. Actually, it's very smart of the traveler to be wary of me right now. After all, the doctor has shown that his technology can apparently even control human minds. Plus, it's not like you could have known what happened after we split up and I was facing the doctor by myself. Even a pool of stagnant water after a torrential storm can occasionally pass as a patch of sky. Paimon feels like only the real Nahida could come up with such an obscure analogy. Вот теперь я верю. Huh? But I wasn't trying to win your trust or anything. All I wanted was to clarify my point. Well, we understand that point now. Please, Nahida, tell us more about what happened. Are those poor people all right? When you left, I was still in the middle of restoring everyone's minds. Thankfully, when the doctor mentioned depositing information into the subconscious, he didn't mean engraving information into their minds. Instead, he did something closer to creating hallucinations. That was still within my power to fix. Luckily, I managed to finish my restorations and mind jump away from him just as he was about to capture me. What a relief. The doctor sure pulled out some hidden cards, but good thing we had Nahida with us. I wouldn't be relieved just yet. I gave away my true identity when I restored everyone's minds, which means we've lost another one of our trump cards. Also, the doctor is already an expert at modifying Akasha terminals. Maybe it's only a matter of time until he captures my consciousness inside the Akasha. Would that mean you'd no longer be able to jump between minds? Then how do we stop him? He's still at the Academia, so it's possible he already started наше messing with the положение будет Akasha. ухудшаться. Feels like he's toying with us. What a nasty piece of work. Plus, the doctor's combat ability alone is apparently enough to make him worthy of being number 2 of the Fatui. We shouldn't give up hope just yet. Let's try to find another way to attack this problem.
Actually, Nahida, how did you know we were trying to get to Party's DI? Have you been waiting for us? Yes, I have. I can see the traveler's elemental energy, so I deduced your destination by looking at the direction you were moving in. You didn't come here for sightseeing, right? Did you find any leads? We're looking for a scholar we know. His name is Tainari, and the sages once tried to reach out to him. Why don't you come inside with us and see what we can find? Okay, let's just hope we won't get him into trouble. Пойдем, войдем. Time to go. Пойдите, войдите. Приветики. Traveler? Ой, It's you. хайпися. The voice! It's Hypatia! Давно не виделись. What a pleasant surprise. It's so nice to see the two of you again. Who's this? She's a scholar we met in the Avidia Forest. When we last saw each other, she was still training in the... what's it called? Satyavada life? Oh, I see. That's right, we're old friends. You've come at just the right time. Ever since I've come here, hardly anyone has even talked to me. Hypatia, you're way too excited about this. Actually, for you to leave the Avidia Forest means... you're not in training anymore? Wait, no. Did you already finish your training and reach Paripurna life? What do you think? My consciousness has already managed to make contact with the divine. You did it? Congratulations! Хайпися, ты молодец. It's so exhilarating to share this sublime joy with others at long last. When my consciousness made contact with the gods. What a supreme and unparalleled experience that was. Господи, что с тобой? That sounds incredible! Это была странная анимация. Мы здесь, чтобы найти Зигнари. Oh, all right. Actually, please wait. I haven't forgotten my promise to you. Remember? I promised to help you understand what you saw from Irminsul once I gained deeper insights. Давай. My current self has not only gained true insight, but I can even help you establish a direct божествами connection теперь to the можешь связаться, consciousness это of the как? divine. You can do that? Это возможно, Нахида? I've never heard of anything like that, but if you want to give it a try, Давай. I'll do my best to protect your consciousness during the process. Hold on. I brought some spirit borneo with me. This is still a crucial part of the ceremony. Опять какие-то эти грибы. We're using that incense again? Да, грибы. All right now. Hold my hand. I'll help you establish a pathway to connect your consciousness. Okay. Ready? Ну все, начинается трип. Конкретный. It took 3 betrayals for me to finally understand. The world is just an elaborate tapestry of lies. My fury will never be quelled. Скоромуча? The first to betray me was a god. My creator. My mother. Valuing strength above all, she saw no worth in me and I was discarded. The second was a human. My family. My friend. Consumed by fear, he saw me as an abomination. The third was one exactly like me. A hope for the future.
A fledgling barely out of the nest. Powerless before his mortality, he broke his promise to me. Humans, they can't be trusted. And the gods fill me with pure loathing. So I said good riddance. I denounce the world and laugh in its face. My chest will never again be defiled by worldly filth. I will scrub away every last trace of human emotion. Then it will be empty, a blank slate, and ready to receive a supreme gnosis, brimming with pure divinity. There is no need to fear. The pain will be brief. Your era is coming to an end. What was that? Вовсе не сознание великой властительницы рукохваты. Did we actually just see the Balladeer's memories? Everything matches what we know about him. But how is he connected to the divine consciousness that Hypatia was talking about? You saw it, right? You felt it, right? Such a majestic god! Such a noble will! Such sublime emotion! Alas, shame. If only that which beats within my chest wasn't a filthy mortal heart. Oh, great and merciful God, please grant me forgiveness and salvation. Do you understand now? I'm afraid this is no Puripurna life, but rather... Очнись, Хайпися. You... Why are you so mean to me? Why is everyone hiding from me? I found divine wisdom. Shouldn't I receive praise and honor? Haven't I uncovered that light in the darkness? Hypatia? Хайпися? That's how I always thought everything should be. Wait. Have I already lost my mind? Wait, something isn't right. Типа они еще во сне находятся. Ой, еще один мультик, нифига себе. Дайте больше мультиков. Серьезно? Я маленькая лолечка. Охереть. Что это за босс такой жесткий, капец. Скоромучачес. Типа его Баймон ведет? Тяжело дышит. Are you okay, Nahida? Wait, no. Something feels different. You're back! Oh, the Traveler's back?
Что произошло? Nahida was controlling your body for a while. It seemed like she jumped over to you as an emergency measure right before the Catherine puppet was destroyed. After that, Tainari heard the commotion and came over. He helped us defeat the mercenaries and then he ran with us all the way here. Это был не просто перенос разума. What? You swapped places? You mean your consciousness also went into Nahida's body? Wait, then where is Nahida's consciousness? Where is she now? I never imagined that an individual's consciousness could be transferred around like this. Had I not seen it with my own eyes, I would have never believed it. I don't think this can be achieved with current human technology. Also, while we were running, the consciousness in your body told me to pass on a message. She said, "The doctor has found a way to trap my consciousness, so I can't journey with you anymore." But он уже even in a нашел moonless способ. night, a shower of Короче, starlight будет can полная still жопа drown теперь. out illusions and lies. Oh no! Nahida's trapped in the sanctuary of Surazana for good this time. Was that message all she left for us? It's pretty vague. У нас свой понятный только нам язык. Тогда Тори не прознает наши действия наперед. Oh, that makes sense. Since the doctor captured her, she won't be able to say anything without him knowing. She's being extra careful. Even in a moonless night, a shower of starlight can still drown out illusions and lies. Huh. Paimon knows the moon illusions and lies are from the alchemical divination at the Sub-Zero's festival. Didn't Nahida use a starlight analogy before? It had something to do with Sataria. Луна — это Нахида. Oh, that makes a lot of sense. Huh. Do you think Nahida was telling us to go find help in the desert? But she isn't with us anymore. Think we'll be okay? Paimon, you said Sanctuary of Surasthana. Does this mean that this Nahida you're talking about, the consciousness who is occupying the traveler's body, is the Dendro Archon? Your guess is correct, but the situation's a bit complicated, so it's really hard for us to explain right now. That's all right. A scholar's curiosity doesn't need to be appeased right away. As for the complicated nature of the situation, safe to say I have witnessed that for myself. I've spent some time with you, and it looks like the Dendro Archon's also on your side, so I trust you. Thank you, Tainari. Oh, actually, we came here to ask you a question. What do you know about the project that the sages have been working on? Ah, that. While I was indeed invited to join that project, the sages were always secretive about its scope and goals, so I eventually declined. All I know is that that project has something to do with the restoration of Irminsul. Думаю, мне известна суть проекта. Huh? Did you see something when you were in Nahida's Академия body? помогает Скоромуче стать божеством. What? Что? Do you have any evidence? Я видел, как зарождается божество. So that's what happened. That explains why Hypatia's symptoms were different from those of the other scholars who went mad. It's because she made contact with the consciousness of a new god who is still in the process of being born. Tainari, did you leave the Avidia Forest because of Hypatia? I did. I noticed Hypatia's mental anomalies, but since her symptoms were rather atypical, I secretly took her to Pardes Dii and began searching for a way to return her to her normal self. If I didn't take action, Hypatia would have already been taken by the Matra to the desert, doomed to a life of exile at Aru village. Now that you mention it, I knew the Academia has never thought particularly highly of Lesser Lord Kusanali, but I still didn't expect them to do something as arrogant as creating a new god. Их могли надо убить Looks like I Фатуя. made the right Нет, в decision этом by not замешаны accepting their Фатуя. invitation. The Doctor and the Balladeer. We have 2 Fatui Harbingers in Sumeru.
Sounds like we're in for a bad time. From your description, I don't think they've completed their project. There may still be room for us to intervene. But then, what is the connection between creating a new god and restoring Ermin's soul? Yeah, it feels like we're still nowhere close to figuring out the sage's goals. Нужно помешать им во что бы то ни стало. Right. We've pretty much gone over everything we need to know, so we should head out. How about you, Tighnari? What are you going to do? I'll stay here for now. I still want to try a few more things to help Hypatia. If you're planning to go into the desert, start by heading for Caravan Rabat. That'll be your fastest route. Come find me here if there's anything else I can do to help. May the spirit of wisdom go with you. Thanks, Tighnari. Hopefully Hypatia will feel better soon. We're off then. Архонт оглянулся. Там особое интернет-событие, да? Я потом управил. Time to go. 4 обнаженных клинка. О. А это уже ближе к пустынному городу, кстати. We finally made it to Caravan Rabat. It's pretty lively here. So, just past this wall is the desert, huh? Oh, wow. Paimon remembers hearing people call this the Wall of Samiel. It's made to block sandstorms from the outside. Oh, if Какая it's this огромная. tall... Enough gawking. Come on, follow me. Huh? Альха и там. Over here. Oh, hey, then with that Ну, way. погнали. Let's hurry up and follow him. Веди. Wonder what he's up to. Хотя бы не пешком. What the? Where Что did he такое? go? Куда он делся? How did we lose them? They were just here a second ago. More Aramite mercenaries? Who are they working for? Кто сюда послал пустынников? Anyway, Похоже, у нас появился seems like we were хвост. being followed again. You were too careless. You should have noticed those hopeless amateurs trailing you a long time ago. Благодарим тебя за помощь. There's no need to thank me. I've never cared to keep track of Да пошел ты personal уже. favors. All I did was correct a mistake I happened to come across. It's a habit I developed at the academia. You really gave Paimon a scare, Alhaitham. We never thought we'd run into you here. Last time we met at Port Ormos, didn't you say you were going back to the academia? Wait, don't tell Paimon that you're here to take us back on their orders. Oh, so you've already landed yourselves on the academia's hit list. I can't say that I didn't expect it. However, had I wished to turn you over to the academia, don't you think you'd already be the Eremites' honored guests by now? Oh, right. You do have a point. Участвовал ли ты в проекте мудрецов? I have no interest in running errands for that project. As a scholar, I've always belonged to the camp that promotes researcher autonomy. And these days, you're more fascinating than anything the А ты sages can специально offer. меня искал-то? Not quite. To tell you the truth, I'm still investigating the divine knowledge capsule. Unfortunately, I've run into some difficulties. Everyone says the capsule originated in the desert and was eventually moved to Port Ormos. If I am to get to the bottom of this, I must understand how the capsule first came to be. Все события Which ведут brings в me back to пустыню. you and why you're so Ох, эти рояли в interesting. кустах.
The leader of Ainul Ahmar used the divine knowledge capsule right in front of you. And upon seeing him, your expression became perplexed, and you were lost in thought for quite some time. To have that kind of reaction, Опять главный герой I think лыбится. you must have realized something. Без повода. Are you interested at all in sharing what you've been hiding from me? Oh, hey, Thum. You really have a ridiculous eye for Знаешь, это detail. очень сложно What type of объяснить. person even notices or Еще не remembers время. stuff like that? Давайте первое. So that's your answer. Well, I do work for the academia after all. Да, So ты из considering академии. that, it is indeed wise to keep your cards close to your chest. But that does prove you do have some undisclosed information about the divine knowledge capsule. 3 точки. Am I right? Многоточие. No matter. Rather than simply learning the answers from you, I'd still prefer to investigate on my own. Speaking of, you two are also headed to the desert? That's right. We have the same plan as you. But we don't really have any concrete goals at the moment. Then I'd suggest starting with Aru Village. It's the largest settlement Да, in the desert. давай so it'll погнали. It's always better to travel with someone you know. Let's go. Отправились в Time to деревню. go. Могли бы и довести, не знаю. Здесь же всякие есть ездовые животные, в отличие от других областей, да? В отличие от других районов. Вот и новые приключения. Интересно, это враги? Да? Time to go. Time to go. Да? Ребят, давай собираться. Happy to oblige. Oz, reveal thyself. Да вот вали ты, твою мать. The wind knows me. Как-то быстро сдались, ребята. А я думал, жопа у вас потолще будет. Заберу ваше сокровище. О, телепорт. О, грибочки. Nice and spicy. Обожаю Кадзуху. Он просто все вытаскивает на свете. Далековато еще идти, смотри. Давайте он сундук добудем. По дороге пока бежим. Думаю, пока лишним не будет, да? Пустынники. Another test subject. Oz, reveal. One with nature. Нифига себе вас разносит. Midnight Phantasmagoria. Into the wind. Нехило так, я бы сказал. Чел аж за забором откинулся. A fateful offering. Какие скорпионы. Кусаются? Да. Не, заодно By royal decree. песчаниками. Что у них у всех одинаковые фразы, просто как у обычных бандитов. Или это обычные бандиты были. Смотри, там еще и квест какой-то есть. Затесался, так сказать, квестик. Так, давай, Чича, выполняй свою работу. Лечи за задницу Кайди Хариказуи. 2 задания. Деревня Ару. Я просто ору над этой деревней, знаете? Сейчас заодно я... Before us lies Aru Village, Статую the Архонта safe haven задействую. of the desert folk. Whoa.
This landscape is really something else. What a cool place! Let's go check it out! Мультик, ребят, мультик. Наш старый знакомый. А, нет, наш новый знакомый. Сайна. Но мы уже знаем, как тебя зовут, поэтому это не интрига. Баннер твой уже вышел. Сайна? А чё бешеный такой? Unless my memory fails me, we have barely spoken 2 words to each other before now at the Academia. Would you care to enlighten me as to when and how I invited the General Mahamatra's wrath? Oh, Hatham. Do not think you can escape my judgment just because you managed to escape my attack. Judgment? So that's how you'd characterize your actions here, is it? Or would elimination perhaps be a more accurate description? Had I used my full strength, not even this traveler would have been able to stop me. Though styled like an assassination, I sought only to ensure that my target would be unable to flee or resist. Standard practice for the Matra, as well you know. Seemed to me more like your own personal touch. Hatham? Did you call him General Mahamatra? Mahamatra? Yes. General Mahamatra Sino, head of all the Matra at the Academia. He's a formidable hunter. То есть он заодно с Академией? А я думал, он что-то типа отшельника. You seem to have placed a lot of trust in Al-Hatham, to the point of blocking an attack for him. If I were you, I'd never choose to side with him. I wouldn't believe a single word that comes out of his mouth. I have been pursuing this scribe for a long time. I urge you, Но в стороне стоять я точно stand не back буду. and do not seek to defend him any longer. Otherwise, there will... Has Al-Hatham done something wrong? Hyman doesn't think he's as bad as you've made him out to be. I won't waste my breath explaining things. Al-Hatham, I saw it during our fight. Take it out. The divine knowledge capsule you're hiding on your person. Unless you want me to retrieve it for myself. Very perceptive of you. Nothing escapes a Matra's senses. Wait, the divine knowledge capsule? Didn't it fall into the Matra's hands in Port Ormos? Ты и правда нам солгал. No wonder you speak with such confidence, Sino. But I must admit, I'm very curious. What does this capsule mean to you? And why, as General Mahamatra of the Academia, are you all alone in the desert? As far as I'm aware, the other Matra have been speculating about your disappearance. Have you been given a mission that's, let's say, morally dubious? If I was the real target of your mission, what was stopping you from simply using your authority and resources to judge me within the walls of the Неужели это поручение мудрецов? I should have known you'd be difficult to deal with. You two? Ugh. What you would do, traveler? Paimon feels like we can't trust either of them. Никому из них доверять нельзя. Вы на зуме люди были попроще. Воу, приветики. Wait, Dia? Great! Finally someone that we can trust! You gotta help us out here, otherwise these two are gonna start fighting again! Yeah, sure looks that way. 2 giants from the Academia duking it out once and for all. Not something you get to see every day, that's for sure. Listen, I know you academic types love to fill up your big brains with self-righteous morality and lord your empty rules and virtues over each other. But how dare you bring your petty disputes into the safe haven of Aru Village?
It seems like someone's gonna have to beat some sense into your thick skulls until you finally learn to respect these grounds. Они на... Так. Они всего ждают момента, чтобы кинуться в бой. Hey, did either of you hear a word I just said? Киска пришла. О, неоткрытая статуя Архонта. What's going on? The wind's so strong. Is this a sandstorm? Paimon's gonna get blown away. Another sandstorm? What's up with these recently? Hey! All of you, over here, quickly! We have to take cover! А это кто? Someone's calling for us. Oh, this wind is too strong. Let's get over there. That sounded like Candace. Кандакая? Come on, you two. Jeez, are all of you academia folks such hard work? Move it! All right, stop yelling. А, которая с щитом. Ну ладно, пускай. Прям мультик за мультиком, смотри-ка. Как интересно. Все молчат. Я тоже помолчу. Как-то неловко, что ли. Hey, wanna play sardines with 3 people who wanna tear each other limb from limb? Sure, why not? Sounds fun. The air is so thick and heavy. Paimon can hardly keep floating anymore. My sincere apologies, everyone. Ну, This is the home of our village chief. I will have to ask you to make do with this small room until the sandstorm dies down. Please, let me introduce myself. I am Candace, protector of Aru village. Our savior has come at last. Nice to meet you, Candace. The name's Paimon. Thank you so much for helping us. Погоди, а почему? Почему по-английски ее зовут Кэндис, а у нас Кандакая? There's no need to thank me. It's only right to help each other when the weather gets rough. Wow, she's so gentle and caring, like a nice older sister. Unlike Ну those да, guys она over повежливая будет намного. All right. Now that we're all better acquainted, we should return to the topic at hand. As a guardian charged with the responsibility to protect my fellow villagers from harm, I was observing your conflict from afar, even before the sandstorm started. And now that you have set foot within our village itself, it is all the more my responsibility to make absolutely sure that you pose no threat whatsoever to us. So please, have an honest and sincere conversation with one another, and put your hostile feelings to rest. If anyone dares to start anything again while they are under this roof, I will not hesitate to send them out for some Звери quality time with песчаные the бури, creatures это of the типа те скорпионы, что ли? Oh, on second thought, Paimon may have misjudged Candace's character. And that goes for you too, Miss Dia. Do I make myself clear? All right, we got it, Candace. That's what I like to hear. So, which of Кто you will начнет begin? первый? I was supposed to be a mediator, but I might have gotten a little too involved just now. Anyway, one of those two should probably start talking. Wait, that was you trying to be a mediator? I have nothing to hide, so there's no shame in explaining myself. Давай While рассказывай. Alhaitham wasn't wrong about the other Matra not knowing my whereabouts, it's not because I've been assigned a morally dubious mission. Rather, I've chosen to exile myself. Huh? Exile yourself? A little while ago, I discovered that there was data missing in the Academia's project planning and development files. What little they did report clearly did not match the project's actual progress. As General Mahamatra, I had the responsibility and authority to request an audit. However, to my surprise, the person responsible for the erroneous data was none other than Grand Sage Azar himself. I tried to investigate the issue myself before submitting a formal audit request,
But I soon found that all leads and potential pieces of incriminating evidence were carefully concealed from me. I began to realize that they were cautious of me from the very beginning. Unsurprisingly, the Grand Sage rejected my audit request as soon as the submission reached his desk. He even said to me, "The power of the General Mahamatra is granted by the sages. You have no right to judge us." So they really are up to no good. I realized then that to the Grand Sage, the Matra are nothing more than tools for the sages to assert and maintain their control over knowledge. The vows that we took, the principles that we strive to uphold, they are meaningless to the Поэтому ты academia встал of на путь today. самоизгнания? I believed it would be wise to flee the academia before the sages had a chance to take action against me. This way, they can no longer see nor predict my actions. I will never give up on this investigation. There's no need for someone else to give me power or authority. Once I find the truth, I will administer judgment by my own name. Sino seems to have the same goal as us. We're all investigating the sages. Plus, now that he's no longer the General Mahamatra, he somehow feels a lot less scary. А вдруг все это выдумано? Well, Sino, if that's your story, then why did you see Alhaitham as a target? When I was investigating the matter in the academia, I overheard a conversation between Alhaitham and a sage. The sages asked you to investigate a blonde-haired traveler. Do you dispute this, Alhaitham? What? Like many parts of the project, this assignment was Короче, undocumented. сдает его с потрохами. Now throw in your suspicious behavior with the Так, с divine самого knowledge начала capsule, Аль-Хайтам? and I think... Yes. I was indeed tasked with investigating the traveler. Alhaitham? Ты... After all, the promised reward was so great that hardly any scholar could have refused. The sage told me, once you've completed this assignment, I can give you a glimpse of divine knowledge. A most enticing offer. Unfortunately, those academics don't know me at all. Their words contained one key piece of information, namely that divine knowledge indeed exists. That gave me all I needed to know. From my perspective, the sages are far from trustworthy. Think about it. Isn't it a little strange they're so willing to share divine knowledge with anyone, even as a reward? So, I began my own investigation following the lead of the divine knowledge capsule. In the end, I realized my wisdom in committing to this rather than collaborating with the sages. Had I been less guarded, I probably would have ended up like that Ain al-Ahmar mercenary, incapable of remaining sane for long enough to hold a conversation. You mean that the sages originally planned to dispose of you, using one of those capsules that drive people insane? Ты оказался рядом, чтобы следить за мной, да, сволочь? I'd already given up on the assignment by then. I only told the academia I was waiting in Port Ormos for you to appear so they wouldn't suspect Ну, надеюсь, что хотя бы сейчас ты So не it врешь. came as quite a surprise when I encountered my erstwhile target while investigating the divine knowledge capsule. Criminals do love to talk about coincidences. Even though I ran into the traveler by chance, I had no intention of providing assistance to the academia. Also, you should remember, you were the ones who decided to follow me and strike up a conversation after I left that Это tavern. действительно так. That's true. Alhaitham helped us out at Caravan Rebat as well. Maybe he's telling the truth. I'm willing to apologize, if that's worth anything to you. I took the divine knowledge capsule behind your back because I judged its existence to be a significant risk. I felt that it would be best for no one to interact with it before it had been properly studied. After all, curiosity often proves to be the most dangerous thing in this land. You should be well aware, Scribe Alhaitham, that curiosity can also lead you to danger and suspicion. Answer me this. Did the sages share any information about their project with you? Have I not made myself clear? You and I are both distrusted by the academia. Do you really think they would tell me anything? Fine.
Although you haven't completely proven your innocence, I won't regard you as an enemy, for now. As you wish. Good. I'm glad to see you two clearing up your misunderstandings. And now you, Dia. I believe it's your turn. Oh, sorry. Whatever the boys were talking about must have been so boring that I spaced out. My situation is pretty straightforward. My employer, Dunyarzad of the Homayani family, is friends with the Traveler and is currently recovering from her illness at home. I had nothing going on, so I decided to return to Aru village for a visit. I was actually looking forward to a pretty exciting time getting back together with everyone here. But then I saw these two random guys in the middle of a pointless argument. It ticked me off, and things went downhill from there. Is that all? Well, I will admit that definitely sounds like your style. In that case, welcome back, Dia. That's more like it. I missed you all so much, Candace. Опа. Кто-то зарычал. Whoa! What was that sound? Кто-то не из нас. No need to worry. Now that you're no longer at each other's throats, please make yourselves at home. I'll take a quick trip outside to clear out some of those creatures in the sandstorm. Creatures? In the sandstorm? Are you sure you don't want some backup? Fighting in a sandstorm is not for the faint-hearted. Anyone without extensive training in these То conditions есть is нам at a еще какие-то disadvantage. тренировки проходить. You needn't worry. Интересно, Yeah, эти песчаные just leave 'em to Candace. бури Don't worry, бури как-то she's as будут tough as they come. в геймплей встраиваться? The winds died down. That means the sandstorm's over, right? Candace still isn't back yet, though. Is she alright? Maybe we should go out and check on her. When you put it that way, even I'm starting to feel a little worried. All right, let's go. We've been here long enough, and the boys are as chatty as the floor. Пойдем. И значок поменялся. Ну-ка, телефон сразу активируем. А квест тут, да? Внизу. Опа. Торг овец. И там, смотри, тоже квест. Я просто возьму квест. И все. И пойду дальше по основному. Чтобы потом не забыть его взять. Народная песня о розе. Давай потом. Бонифаций. Идеальное имя.
Все. Чё? 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 Откуда я квест такой взял? Нихера себе. Поменяю отряд, только этот момент улажу. По-быстрому. Все. Теперь попросит их полить, да? Серьезно, это весь квест был? Хайв. Так, задание архонтов. Вы мне дадите статую это активировать, ребят? А, погоди. Разборки питерские. Yes. They just keep coming in waves. У Кандака есть не только сила. А, еще одна стая. Leave this round to us. I got interrupted earlier, but now I have something to take my anger out on. It's been quite a while since I've seen the flame main in action. Пламенные гривы. Покажи свою пламенную I'll be гриву. sure to put on a good show. Let's go. Не тот отряд, который я хотел, твою мать. Я забыл поменять. Я забыл поменять отряд. Стимуляция ануса происходит, видели? Написано. По-моему, послабее. Как же я мог это забыть? Ракеты, ракеты. Все, найс. Идеально просто получилось. What we fought just now was probably the aftermath of the sandstorm. So we should be safe for the time being. Well fought, everyone. No injuries, I hope. Huh? Who are you? Ah, my apologies. I haven't had a chance to greet you yet. I had my hands full taking care of the village's elderly and children. I am the chief of Aru village. Everyone usually calls me Прошу прощения за доставленные неприятности. Sir, I am also originally from the desert, but I have not been back for some time now. May I ask if such sandstorms are common? I can't say they've always been common, but recently the storms have become increasingly severe and frequent. Besides sandstorms, we also occasionally get earthquakes. According to an investigator who stayed in the village a while ago, these unusual natural phenomena are related to the withering of Irminsul. Another effect of Irminsul's withering. So, Irminsul's withering causes withering zones in the forest, and sandstorms and earthquakes here in the desert? Everything in the natural world is inextricably connected to Irminsul. These regional symptoms can indeed be a reflection of Irminsul's present state. Everyone in Aru village needs to take good care of themselves.
Speaking of which, why haven't I seen a single village keeper since I got here? Village keeper? Who are they? Village guards like Candace? Does your curiosity know no bounds? Village Keeper is how Aru Village refers to mad scholars exiled here by the academia. Most of them are scholars who lost their sanity after a period of training in the Avidia forest. The academia believes that their crazed mutterings may have a negative effect on the psyches of other scholars. So, they're forcibly exiled to the desert. Alas, that's exactly what we've been trying to investigate. One by one, the village keepers have been mysteriously disappearing without a trace. But no one in the village has ever seen them leave. If you're planning to stay around the village for the next few days, I'd appreciate it if you could keep an eye out for them. I've had encounters with those people in the past. I'll see what I can do to help. The Matra are the ones responsible for their exile. Now that you're no longer with them, are you trying to alleviate your guilt and atone for your past sins? I'm fascinated by how you think. Mock me if you will, but if you are guilty, I will eliminate you, regardless of my position or identity. Oh, you're the former General Mahamatra. You must be an expert in these kinds of investigations. Thank you for... Is it because you're reminded of Hypatia? Oh, these poor scholars. First they lose their sanity, now this! We need to help get them back home, safe and sound. But, is it really a good idea to tag along with Sino? You seem like you really don't trust him. Понаблюдаем за ним в деле. I'll be grateful for the assistance. No doubt you will do a better job than some of my former subordinates. Let's start by finding a spot to share what we know so far. Добро, давай. Долечивайся. Молодец, девчонка. Так, значит, что делаем? Меняем нафиг отряд. Но сначала, наконец, добираемся до статуи Ахронта. Ой, классно. Там уже и телепорт есть. У меня там что-то есть. 7 целых. Прикольно. Теперь-то телепорт и заработал. Да. Time to go. Although I've sent myself into exile, I'm still doing essentially the same things as before. Do you still have any questions for me before we start our investigation? Почему безумных ученых называют хранителями? One of my former subordinates told me that this title has its origins in a strange incident. The academia has long exiled mad scholars to Aru Village. A mysterious phenomenon exists here. When mad scholars first arrive, they are as incoherent and deranged as before. But after spending some time here, they invariably begin to calm down. Initially, the people of Aru Village greatly resented having to take in the mad scholars. But a strange incident one night changed that. Aru Village was struck by the strongest earthquake in living memory. Seeing buildings on the verge of collapse all around him, the then chief of the village was preparing to take everyone to safety. Suddenly, he noticed a mad scholar crouching in a corner, caressing the ground with his hands. A soft, green light radiated from him, like a divine glow against the backdrop of night.
Despite the powerful tremors that ripped through the ground that night, all the houses remained upright, almost as if they had grown roots reaching deep into the ground. In the end, not a single building collapsed, and no one was hurt. After that, the people of Aru village treated the mad scholars with greater kindness, and began to refer to them as the village keepers. The soft green light? A mad scholar protecting Aru village? What do you Ведь make только of it, ей под traveler? силу утворить такое. Paimon thinks so too. Actually, Saina, do you know if any of the mad scholars continued to wear their Akasha terminals at Aru village? In theory, they would continue wearing them so the academia could still monitor their activities. With that said, the main Akasha system would no longer have any interaction with them. Oh, no wonder! Everything makes sense then! Add in the fact that they calmed down, it was probably Скорее всего, Nahida да. who calmed them. If you are able to draw a conclusion from this one story alone, then it appears you possess much more information than I do. So, what do you make of the story? Тот ученый использовал силу. Так, на самом деле деревню защищает малая властительница Кусанали. Really? Lesser Lord Kusanagi. В шоке, короче. What? You don't believe us? Lesser Lord Kusanali was definitely using the Akasha to give her power to the mad scholars! No, it's not so much that I don't believe you. I'm just struck by your reasoning. Lesser Lord Kusanali, the current Dendro Archon, is she really active in Sumeru? The Academia has always placed far greater importance on the late Greater Lord Rukkhadevata. They've more or less ignored Lesser Lord Kusanali, and I've never had any reason to doubt their views. In addition, I've never heard any stories about Lesser Lord Kusanali and her deeds. To me, she might as well have been a god that never existed. No way! Nahida definitely exists! She's a... How should Paimon put it? Недавно мы вместе с ней спасли Сумеру. And wise! Even if she says weird stuff sometimes. I've spent many years interrogating criminals, so I can easily tell when someone is lying. Good! Then you should know that we're telling the truth! That look in your eyes. I've never seen that from a liar. Знаешь, а может быть мы просто поехавшие и все? Lesser Lord Kusanali. How can this Психопаты. be? To think, our Archon has been amongst us this entire time. Alright, now it's our turn to put our skills to good use for this investigation. Точно. But easier said than done, especially since we don't have any leads. Maybe we can start by knocking on some doors. Excuse me, are you here to help me find my grandpa? Дедушку. Who are you? By the sounds of it, a resident of this village. My name is Isaac. Фига, кто-то уже за Сайна играет. Кто-то выбил, смотри. Заявка на вход, ты чё, поехавший? Hey, don't say that. Grandpa is just Grandpa. Why do you have to call him that? It's not like he's a bad Чё ты от person меня or хочешь? anything. The person you're referring to is not a local, yet you are. Why do you call him Grandpa? Grandpa is just Grandpa. He's my family. I heard everything you said to the village chief. Please, you gotta take me with you. I want to find my grandpa. I swear I'll help. I won't be a nuisance. Ah, so you're the one who was eavesdropping on us around the village chief's house. I was planning to go out and take care of whoever it was, but I had a vague feeling that they didn't harbor any ill intent. Whoa. Hatham wasn't kidding about Matra having sharp senses. Sino, he's just a kid. All he wants is to find his grandpa. Let's find a way to help him. Sorry.
I was only listening in because I wanted to know where Grandpa went. Сайна, пожалуйста. If you don't believe me, you can ask Miss Candace. All right. But first, let's confirm the facts with Candace. Почему у нас она не Кендис? Кендис лучше произносится, чем Кандак. Хай-яй-яй. Sino is super vigilant. Is this what all the Matra are like? Ah, you're back already. We just wanted to confirm something with you. Do you know a boy by the name of Isak? I had a feeling he'd go looking for you. Huh? You knew this would happen? Она и отправила, наверное. Although he tried his best to stay hidden, I still noticed him eavesdropping outside the window. He really wants to get his grandfather back. Isak's parents were both Aramite mercenaries who rarely returned to the village after finding employment in the city. He was raised by his grandfather. Unfortunately, it was only a few years before his grandpa passed away. Isak was still very young at the time, so various families in the village took turns caring for him so he could survive. Later, an elderly mad scholar arrived at the village. Isak thought the scholar bore a striking resemblance to his grandfather, and thus often spied on the man. However, the scholar was unkempt in appearance and incoherent in speech. Although Isak referred to the man as his grandpa, he was afraid and didn't dare to approach him. One summer night, the oft mumbling and bumbling grandpa suddenly calmed down and seemed to become more lucid. He even noticed Isak hiding in the distance. So Grandpa walked up to Isak and patted him on the head. He even took Isak to the entrance of the village, where he patiently taught the boy the names of the stars and accompanied Isak until he fell asleep. The next morning, Isak woke up and wanted to go find his grandpa again, only to realize his grandpa no longer recognized him. However, even so, Grandpa retained his calm expression. It's said that those who saw the scholar claimed he no longer appeared to be crazy, but appeared to be living in his own world, almost as if he were sleepwalking. Isak was thrilled that his grandpa was able to find peace and would follow him all the time, asking him things like, "Grandpa, want me to take you somewhere fun?" Or, "Grandpa, could you tell me stories about the stars again?" All this somehow just makes Paimon feel really sad. It seems like they both deserve so much better. Perhaps. Nearly everyone who lives in the desert has some form of hardship or regret. But even so, we must still continue on with our lives. It's also my reason for fighting. I must continue to protect this land. Maybe the people have always had a considerate god watching over them. Huh? What did you say, Sino? No, nothing. As long as Isak keeps his word and doesn't get in our way, we can take him along. Perhaps you are more compassionate than I gave you credit for. Please accept my thanks on Isak's behalf, Sino. Hey, Isak! Hey, Isak. Oh, it's you guys! We've cleared everything up. Let's go find your grandpa. Really? Wow! Thank you so much! С твоим дедушкой будет все нормально. Yeah! Alright. Let's ask the local residents some questions first. Давайте еще поболтаем. Сны, пустота и обман. Получите сведения о местных жителях.
Слушайте, ребят, я думаю, на этом первую главу нового дополнения версии 3.1 мы с вами закончим. Потом продолжим. Обязательно, да? А пока подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И как в народе говорится, всем пока. One with nature. This scenery is wonderful. Surely enough to convince anyone to become a wanderer.